Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами будет ждать очередной расклад. И перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, предлагаю вам это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Boosty, по которому вы можете перейти по штрих-коду или по ссылке в описании под видео, да, и где вы можете смотреть шок-расклады, тот контент, которого нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их просто-напросто заблокирует. Также у меня есть телеграм-чат, где мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на YouTube-канале и на канале на Boosty. С нами сегодня карта Девиан Мун, безумная луна Патрика Валенции, и мы сегодня с вами поговорим о биометрии. Биометрические данные – это уникальные физические характеристики человека, которые используются для установления или проверки личности. К ним относятся лицо, отпечаток пальца, сетчатка глаза, рисунок вен и голос. Поговаривают, что биометрические данные добровольно всем гражданам Российской Федерации нужно было сдать до 1 сентября 2023 года, либо отказаться от сдачи официально в МФЦ. Те, кто не отказался, автоматически соглашаются с тем, что их биометрию увидит правительство, да, что все будут знать их основной код, код человека, скажем так. Так вот вопрос, какая цель правительства в сборе биометрии с населения? Что будет с теми, кто согласился, с теми, кто отказался, и ждет ли человечество чипирования? Здравствуйте, карты. Первый вопрос, который я бы хотела задать, это основные цели сбора биометрических данных с населения. Каковы основные цели? Каковы основные цели сбора биометрических данных с населения? Каковы основные цели сбора биометрических данных с населения? Каковы основные цели сбора биометрических данных с населения? Так. Угу. Так, рассказываю, друзья мои. О чем тут говорится? Паж Пентаклей и башня, да, параллельно две карты идут у нас, да. Вы больше не будете тем человеком, которым были до этого. Почему? Объясню. Паж Пентаклей – это тот человек, который сделал себя сам, собрал себя из каких-то винтиков, шпунтиков, да, надел на себя маску и, собственно говоря, делает какое-то свое дело, да, зарабатывает как-то сам самостоятельно денежку, и никто его не трогает, он сам себе хозяин, да. Паж Пентаклей – это такой свободный ученик, вечный ученик. Вы вольны делать все, что вздумается вам, да, и больше такого не будет со сдачей биометрии. Верховная жрица говорит о том, что со сдачей биометрии вами будут играть и манипулировать. Как шахматная доска, ссылка к черному и белому, к масонам, да, о том, что вечная борьба черного и белого на Земле, она продолжается и будет до тех пор, пока все человечество не вымрет, да, если такое вообще случится. Башня – это работа с вашим подсознанием, да, здесь полностью ваше подсознание, то, куда вы идете, то, что вы делаете, то, что вы говорите, будет контролироваться государством. Вот это вот очень важно понимать, да, сдав биометрические данные, еще раз говорю, вы больше не будете свободным пажом Пентаклей, который сам себе хозяин, сам себя создал, да, из винтиков и шпунтиков каких-то. Вы будете под прицелом, вы будете той самой башней, у которого сорвало башню, да, действительно, некоторые люди даже будут сходить с ума, потому что их контроль государства над ними будет просто максимальный. У меня даже свечка заволновалась сейчас. Здесь работа с подсознанием, работа с промывкой мозгов. Здесь какая-то определенная еще будет, видимо, система введена. Сбора биометрических данных – это одно, но здесь будет какая-то программа, типа, знаете, промывки мозгов МК Ультра, которая использовалась в ЦРУ давным-давно и сейчас используется. Говорят, что этой программы больше нет, но это все вранье. На самом деле будет здесь создана какая-то другая программа по промывке мозгов именно тех людей, которые согласились на сдачу биометрических данных. Вы больше не будете сами управлять своей жизнью. Нет, этого больше не будет. И здесь еще одно очень интересное такое замечание, да, для тех людей, кто хочет все-таки сдать свою биометрию. Здесь по тузу жезлов и по солнцу будут создаваться, как бы это фантастически сейчас не звучало, у меня подписчик даже об этом, да, сказал мой
Я сейчас это вижу здесь, дипфейки и клоны человека. То есть по вашим биометрическим данным очень легко создать точно такого же человека, с точно такими же данными, с точно таким же ДНК, да, только другого, более послушного, да, того, кто слушается правительства, да, того, кто идет за правительством и так далее. И здесь вот по тузу жезлов будет создан новый человек, точно такой же, похожий на вас, да, абсолютно идентичный, только тот, который будет слушаться правительства, только тот, который будет подписываться вашей подписью, когда это нужно, если даже вы против этого, да. Если вы против того, чтобы вакцинироваться и нужна ваша подпись, пожалуйста, есть ваш дипфейк, который подпишется за вас. Как бы это фантастически, друзья мои, сейчас не звучало, у нас все-таки 21 век, и вы даже не представляете, что происходит в мире темного царства, который следит за нами. Ну и, конечно же, по четверке пентаклей забрать себе побольше данных, прибрать себе побольше людей, да, все мое никому не отдам. Здесь жадный человечек, богатый, да, забирает себе все пентакли и тащит с собой в ад. Забрать побольше людей, забрать побольше тех, кто мыслит критически, возможно, да, чтобы люди были порабощены, чтобы люди были безвольными рабами, для того, чтобы потом с ними впоследствии что-то новое создать, да, создать, возможно, какой-то новый мир, где люди будут послушными и ходить по струночке, да. Ну, здесь вот такая вот какая-то история, да, мутная цель сбора биометрических данных с населения, для того, чтобы у вас не было вообще никакого варианта ослушаться правительства, да, больше вы себе не принадлежите. Нет, вы принадлежите правительству, которое заберет у вас все данные, которое влезет в ваше подсознание и благодаря вашим биометрическим данным создаст какую-то свою определенную программу, которую вы будете слушать. То есть для чего еще нужны ваши биометрические данные, да, для чего нужен ДНК человека, для того, чтобы понять, на что реагирует данный конкретный человек, да, что ему можно втереть, как ему можно войти в доверие для того, чтобы он услышал и послушался людей, которые стоят во главе угла, скажем так, да, ну или создание дипфейков, естественно, для липовых подписей, да, для того, чтобы двойники были не только у звезд шоу-бизнеса, у правительства, но и у обычных людей, да, для того, чтобы это было, нужно собрать как можно больше биометрии, друзья мои. Вот эти истинные цели сбора биометрических данных с населения. А теперь следующий вопрос, друзья мои. У меня следующий вопрос был, что будет с теми людьми, кто согласится на сдачу биометрии, но мы как бы уже это выяснили, да, что будет с этими людьми. А что будет с теми людьми, кто откажется от сдачи биометрии? Вот это интересно, да? Что будет с теми людьми, кто откажется от сдачи биометрии? Что будет с теми людьми, кто откажется от сдачи биометрии? Человек пришел на вечеринку, и человек ушел с вечеринки, на нем маска радости, грусти, да, но у человека апатия. Он присел один-одинешенек, да, и думает о своей нелегкой судьбе, думает о том, что он не такой, как все. Девятка, стагнация. Вы будете стагнировать, вы не будете эволюционировать в этой жизни, да, или в этой стране, как хотите называйте, да, вы будете деградировать. Почему? Потому что государство создаст все условия для того, чтобы вы чувствовали себя не таким, как все, чувствовали себя изгоем общества, если вы не согласитесь на сдачу биометрических данных, где человек абсолютно лысый, абсолютно нагой, прячется за, как это не символично, церковью, и за ним наблюдает третий глаз. Тоже символично, да, опять отсылка к масонам, к иллюминатам. Третий глаз наблюдает за лысым голым человечком, потому что человечек абсолютно не такой, как все. Как ты что, не сдал биометрию? Ну, позор тебе, да? Ну, если ты не сдал биометрию, тогда ты будешь стагнировать или деградировать. Мы не дадим тебе развиваться в этой стране, в этом мире, на этой планете, где угодно. Да, потому что игры мировой элиты, с ними не шутите, пожалуйста. Мы все это создали, мы создали это для того, чтобы поработить человечество, да, под шахматной доской. Сидит человечек, согнувшись в три погибели, это обычный народ, которым играют люди с верхушки, да, и если ты не согласишься на нашу игру, то ты будешь сидеть под шахматным столом, и тебе ничего не светит в ближайшие как минимум лет 50, да. Почему? Потому что ты не сможешь нормально водить машину, ты не сможешь нормально функционировать, ты не сможешь, там, я не знаю, элементарно ходить в магазин, да, тебе обязательно нужно будет сдать биометрические данные, чтобы ты чувствовал себя человеком, смог брать кредит, взять квартиру, записать ее на себя, да, ну и вообще существовать. Понимаете, да, к чему я клоню? К тому, что человеку не дадут развиваться в целом, если он откажется от сдачи биометрических данных. Да.
А согласившись на сдачу биометрических данных, это будет тоже палка о двух концах, да, это будет тоже неправильное решение человека, потому что его поработят, да, император поднял под себя красного бычка. Красный бычок – это символ благосостояния. Император играет нечестную игру, опять шахматная доска у нас, противостояние черного и белого, да, не согласишься, тебе будет плохо, согласишься, тоже будет плохо. Совет от карт я потом вытяну в конце, да, что делать все-таки людям. Да, не согласишься, тоже будет плохо, согласишься, будет плохо, и тебя поработят, да, тебя заберут в свои сети, тобой будут манипулировать, тобой будут управлять. Если даже ты не будешь хотеть чего-то, да, определенного, там, идти вакцинироваться, идти на войну, я не знаю, еще что-то делать, да, твоя подпись все равно уже будет стоять, потому что, зная твои биометрические данные, можно создать дипфейк клона тебя, да, и твои подписи все равно будут стоять, и ты там пойдешь, я не знаю, условно я говорю, да, не буквально, на войну, еще что-то будешь делать, то, чего бы тебе делать не хотелось. А если ты биометрические данные не сдашь, то ты будешь изгоем в обществе, да, выбираешь, чего бы тебе хотелось, друг мой, да, называется. Вот нам задачу сложную поставило правительство такое. Выбор есть влюбленным, выбор-то есть, но выбор неправильный в любом случае будет, да. Что же делать, да? Что же делать в данной ситуации, я вытяну чуть попозже. Возможно ли, собрав биометрические данные из человека, создать его дипфейк и применять по своему усмотрению? Да, это мне подписчик задал вопрос, и я уже сказала о том, что да, возможно. Давайте на всякий случай еще раз вытянем. Возможно ли, собрав биометрические данные из человека, создать его дипфейк и применять по своему усмотрению? Возможно ли, собрав биометрические данные из человека, создать его дипфейк и применять по своему усмотрению? Конечно, возможно. Ты у меня в руках, я король Пентаклей, я правлю этим миром, только я решаю. И тогда, когда я решу, и тогда, когда я тебя потормошу, тогда, когда мне этого захочется, я принесу тебе кровь и страдания. Кровь – отсылка к страданиям, да, и тогда ты мне все выдашь. Все свои данные, все, что мне нужно будет, да, все пентакли я с тебя соберу. Ведьмочка стоит и тычет волшебной палочкой в дерево, дерево, которое плодоносит, да, дерево, которое приносит какие-то плоды королю Пентаклей, да. Королю Пентаклей нужны ваши души, как бы это ни звучало, да, биометрические данные, имея биометрические данные в руках, собственно говоря, можно сделать все, что угодно, да, дипфейк человека, клон человека, украсть всю его жизнь. Последнюю карту вытяну, ну, конечно, да, тройка мечей, да, здесь, в самое сердце человека, пырнуть в самое сердце. Возможно ли, собрав биометрические данные с человека, создать дипфейк и применять по своему усмотрению? Конечно, чтобы пырнуть человека в самое сердце. Предательство оттуда, откуда не ждали, да? Собрать все какие-то данные, собрать подписи, да, собрать то, что нужно королю Пентаклей, тому, кто владеет этим миром, да? У кого все души в руках, в кармане, вот как этот Пентакль. Возможно ли? Да, конечно, возможно. А будет ли впоследствии чипирование людей? 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 Да, конечно, привязка, дьявол, как вы хотели. Ну, такая карта, она не может не сказать всю правду, да, это аддикция, это привязанность людей к чему-либо, к кому-либо. Я хочу поработить весь мир, я хочу устроить хаос на планете Земля, да, я хочу, чтобы все земляне, все русские, там, я не знаю, не русские, да, все были под контролем и не могли выражать своих чувств и эмоций, рыцарь кубков, без моего согласия. Чипирование как раз это предусматривает. Рыцарь кубков у нас карта, где человек очень хочет выразить свои чувства и эмоции, но не может, потому что его превратили, во-первых, в конька-горбунка, он не имеет своих ног, да, а значит, не может идти туда, куда ему вздумается, без приказа дьявола, собственно говоря, да, и имеет на себе латы, доспехи, да, которых, во-первых, от этого дьявола хочет защититься, а во-вторых, не может из этих лат и доспехов выразить своих чувств и эмоций, хотя он полон чувств и эмоций, несет целый кубок, да, в этот мир, но не может выразить их так, как хочет он.
Собственно говоря, да, будет ли впоследствии чипирование людей, да, еще раз, да, люди будут защищаться, люди будут отмахиваться. Но дьявол выиграет. Пиршество дьявола, да, дьявол выиграет, аддикция выиграет. Люди будут защищаться очень долгое время, да, но дьявол отстоит свои позиции и заберет как можно больше биометрических данных, как можно больше данных людей. Вот такая невеселая история. Будет ли впоследствии чипирование людей? Да, будет. Вы можете в этом даже не сомневаться, а когда будет, я сейчас вам об этом расскажу. У меня свечка прям неспокойная сегодня. Когда будет чипирование людей? Когда будет чипирование людей, давайте в Российской Федерации. Мне в основном люди смотрят из Российской Федерации. Когда будет чипирование людей, пусть Пентакли у меня упал. Когда будет чипирование людей в Российской Федерации? Сама переворачивается. 5, пентаграмма, пятерка. Угу. И сейчас третью карту вытянем. Когда будет чипирование людей в Российской Федерации? Именно чипирование. Установка штрих-кодов, да, чип там в голову, в руку, неважно куда, да. Да, 5 лет. Должно пройти 5 лет, да, по кругу. 0. Должно пройти 5 лет. Пентакль — это у нас не быстрая карта, жезлы — быстрая карта, плюс дурак, да, по кругу должно пройти 5 лет по пентаграмме, да, 5, где-то 5 лет, 4-5 лет, вот так вот, друзья мои. То есть не прямо сейчас, да, они к этому очень хорошо, долго готовятся, подготовятся, когда люди будут уже в дураках, да, когда они уже сдадут свои биометрические данные, когда отбиваться уже не будет смысла, и тогда придет дракон и заберет души людей в ад, да, как бы это страшно ни звучало. Я сейчас так улыбаюсь, смеюсь, мне многие спрашивают, почему вы смеетесь на таких ужасных раскладах? Ну, что ж мне, друзья мои, тут как бы негодовать. Если понимаешь всю правду этой жизни, тут уже как бы не до слез, как говорится, а зачем плакать, если можно сражаться, да, с этим как-то. Сражаться с ветряными мельницами — это, конечно, впустую, да, я все это понимаю, но все-таки лучше посмеяться, чем поплакать, скажем так. Следующий вопрос, друзья мои, да, все-таки совет от карт: сдавать или не сдавать биометрические данные. Сдавать или не сдавать населению биометрические данные. И так будет плохо, и так не очень, да, как я поняла. Сдавать биометрические данные, не сдавать биометрические данные. Сдавать, не сдавать, да. Тут в любом случае решение не то неверное, да. А почему? Потому что, скорее всего, есть третий путь. Да? Какой третий путь? Карты, подскажите нам, что вы хотите нам сказать. Какой третий путь у населения, чтобы не сдавать биометрические данные? Какой третий путь у населения? Так вы будете порабощены, так вы тоже будете порабощены. Какой третий путь у населения, чтобы не сдавать биометрические данные? Так, защищаться, да, выйти на митинги, говорить о том, что вы не хотите этого, да, то есть здесь какая-то прям гражданская война должна быть, оборона какая-то, да, со стороны людей. А здесь, извините меня за выражение, не засовывать свой язык в попу, да, и защищать свои данные, защищать свою семью, защищать себя, да, не быть страдальцем, да, не быть тем, кто не может выразить своих чувств и эмоций, иначе вас и так поработят, и так вас поработят. Ну да, конечно. На вас наварится еще очень хорошо, да, не быть умеренностью, не спускать все это, да, как вот на раз-два, то есть не так, нехорошо, но тогда как-то выйдите на митинги, карты говорят, да, как-то обоснуйте, почему вы не хотите сдавать биометрию. Просто так сидеть дома и говорить: я не хочу сдавать биометрию, такого не прокатит. Все, закончилось, да, закончились те дни, закончились те годы, скажем так, когда люди могли спокойно сидеть по домам и ничего не делать, никак не выражать своих эмоций. Здесь нужно выходить и прямо говорить о том, что вы действительно не собираетесь сдавать биометрические данные, и вы против сбора биометрических данных. И только тогда правительство может пересмотреть. Пересмотрит оно в этом случае? Да, с любовью пойдет, да, с любовью, с миром пойдет к горожанам, да, остановится как-то, девятка замедлится, с любовью, с миром к гражданам, да, пойдет как-то для того, чтобы...
Да, для того, чтобы не распылять, да, для того, чтобы не было вот этого слишком жарко, скажем так, да. Да, если люди выскажут свое мнение, то пойдут навстречу людям, на самом деле, да, остановится это. Это как-то остановится, замедлится, к людям пойдут с чувством, чтобы не распылять вот этот пожар, вот этот огонь среди людей, да, да. Да, и закончится все миром, естественно, да. Но если люди будут молчать, а люди, я так подозреваю, будут молчать, люди будут молчать. Ну, тут, знаете как, небольшая какая-то стайка людей, скажем так, если это можно так назвать, простите меня, да, за стайку, но соберется, да, здесь вроде как попытается бороться с нечестным правосудием, да, но все равно силой как-то затащит. Кто, кого в полицию, кого еще куда-то, да, с силой, ну, как у нас митинги проходили там в поддержку Навального, да, если помните. Вот точно такая же ситуация будет, просто нужно больше людей, людей будет мало, людей будут небольшие какие-то собрания, да, и эти собрания, к сожалению, ну, не выиграют, конечно, да, ничего, потому что людей будут силой забирать, уводить их, кого по домам, кого в полицию, кого избивать, да, силу какую-то физическую применять. Против нечестного правосудия ничего сделать нельзя будет. А жаль, люди могли бы победить. Люди даже не представляют, насколько они сильны. Понимаете, о чем здесь речь? Такой вот был грустный расклад, на самом деле, да, не хотела этого грустного расклада, но подписчики очень хотели узнать, чем все это дело закончится. Закончится все это грустно, если люди в конце концов не одумаются и не выйдут на тропу войны против государства. Я вас очень люблю, друзья мои. До новых встреч. Пишите комментарии, вопросы к этому видео, что вы думаете о сборе биометрических данных, согласны вы с этим, не согласны. Возможно, я тут бред наговорила, да, пишите, что думаете, как вы думаете. Ну, и до новых встреч. Всего доброго.